Приветствую вас, дорогие наши друзья! Сегодня мы представляем вашему вниманию нашу версию лучших оригинальных брендированных электросамокатов до 35 кг. В наших обзорах вы не встретите самокаты типа Куга, Хальта, Накиха, Ультрон и прочие франшизы типа Икамура и Курус. Все это адаптация под местный рынок, поэтому в Азии, в Европе, в Америке они продаются в разных комплектациях и под разными брендами. А вот что точно вы увидите в нашем выпуске, так это электросамокаты от настоящих профессионалов, которые дорожат своей репутацией, именем и высоким качеством. Некоторые из этих команд занимаются разработкой и совершенствованием электросамокатов уже более 23 лет. Эти бренды продаются на всех рынках нашей планеты без каких-либо адаптаций под своими оригинальными названиями и моделями. Одним словом, эти производители не размениваются по мелочам, как, например, всем известная компания Xiaomi, которая производит и мебель, и телефоны, и самокаты, и еще миллион других гаджетов. Они не гонятся за доступной ценой за счет сомнительного качества. Как всегда, все ссылки будут в прикрепленных комментариях. Ну а мы начинаем. Открывает наш топ-5 модель 2022 года от Mini Motors под названием Dualtron Victory Luxury. Рассказ про Dualtron Victor мы, естественно, будем, основываясь на третьем поколении Dualtron'ов. Dualtron 3 был выпущен еще 4 года назад, поэтому давайте с вами проследим, насколько Victor эволюционировал по сравнению со своим собратом. Погнали! В Victor и на трешке все одинаково. Внутряночка сделана практически полностью идентично. Размер таза чуть-чуть отличается, но это незначительно. Есть у нас резиночка, прокладка между декой, верхней крышкой и остальным тазом. Батарейка фирменная, 30 ампер-часов, 60 вольт. И, собственно говоря, в будущем сезоне у нас появится Dualtron Victor Luxury Plus. Там будет батарея уже на 35 ампер-часов. Ячейки 21700 М50. Контроллеры на 30 ампер, на трешке были 27 ампер, здесь уже на 30. Вся проводка сделана все здесь по уму, собственно говоря, все входы и выходы загерметизированы. Спереди у нас также стоит теплоотвод, тут радиатор для контроллеров. В общем, таз сделан, как всегда, на высоте. Едем дальше. Подвеска на Dualtron Victor, как и на всех предыдущих поколениях, на эластомерах. И поэтому относительно жесткая по сравнению с классической пружинной подвеской. Она обладает небольшим ходом, но у нее есть преимущество – это более четкая стабилизация на скорости. Можно выбрать одно из трех положений рычагов подвески для изменения клиренса. Тормозная система. На старом добром Dualtron'е стояла гидромеханическая тормозная система. Сверху шел обычный тросик, снизу у нас расширительный бачок. Вот такая была система. Тормозной ротор 140 мм. На Victor уже идет полноценная гидравлика. Zoom. Ее, честно говоря, ненадолго хватает, поэтому мы, конечно же, рекомендуем вам заменить ее на что-то более стоящее. Нут или Xot, или что-то такое. Переходим к мотору. Реальная номинальная мощность моторов около 1200 Вт. Пиковая мощность 2000 Вт. Полный привод, соответственно, 4000 Вт. Размер магнитов 50 мм. В сравнении с третьим поколением Dualtron'ов, моторы Victor мощнее и быстрее на 20%. Максимальная скорость до 80 км в час. Далее в нашем обзоре мы увидим несколько заездов с конкурентами с похожими характеристиками. Что касается колесной базы, то на трешке у нас шли бескамерные покрышки 10 на 2,5. Сейчас идут обновленные покрышки такие же, как на большинстве самокатов, на том же Блейде и так далее, они уже с камерами. По браку они стали чуть хуже по сравнению с предыдущими CST-шными. И самый лучший вариант — это, конечно же, поставить итальянскую, настоящую, мягкую гоночную резину PMT Italia 10 на 3. Она бескамерная, но в целом вот эта покрышечка, она пойдет на любой из представленных
в нашем топ-5 самокатов. Едем дальше. Функциональность и управление такое же, как и 4 года назад. Тот же дисплей с возможностью подключения сканера отпечатка пальцев, те же органы управления и складной руль. А вот дальше идут обновления. Гидравлические тормоза, обновленный и доработанный стакан рулевой стойки, долгожданный стильный упор для ноги с ручкой для переноса и боковая подсветка рамы и маятников. Какой вывод мы можем сделать? Dualtron Victor Luxury имеет больший запас хода, он быстрее на 20%, а максимальная скорость немного выше. Пожалуй, больше никаких значимых изменений за 4 года. Однако он обладает все тем же высочайшим качеством исполнения. На 4-м месте у нас новинка текущего сезона от компании Ion Motors под названием Blade X. Забегая вперед, сразу скажу, что компания Ion Motors и Mini Motors, которая производит дуалтроны, сотрудничают достаточно тесно. И с каждым годом это сотрудничество становится все плотнее и плотнее. По мнению компании, производящей дуалтроны, модель Blade X получилась более чем достойная, запоминающаяся и конкурентоспособная. Поэтому они договорились и приобрели на эту модель франшизу. Собственно говоря, добавили LED-деку и свои контроллеры. А название этой модели дали Dualtron Blade X. То есть, по сути дела, мы с вами сейчас будем рассматривать модель от Ion Motors совместно с Mini Motors. Новиночка достаточно достойная, достаточно легкая, то есть у нас до 35 кг, там еще около 6 кг запаса до нашего лимита. Итак, рассмотрим ее детально. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас под крышкой деки. Крепежи на крышке прикрыты вот таким резиновым ковриком. По П-образному корпусу идет резиночка. То есть гидроизоляция, так на первый взгляд, на отличном уровне. Вся проводка также прикрыта вот такой вот заглушкой, тоже как на офсете. Там у нас контроллеры. Батареи бывают 3 комплектаций, значит в эко-версиях 18 Ах, но мы такое возить и продавать не будем, а в основном будут на продаже вот версия 23,4 Ах на 60 вольт и LG фирменная 28,8 Ах на 60 вольт. Максимальное напряжение 67,2. Батареи, соответственно, в эко-режиме разделяются следующим образом, то есть где-то на разница в 20 км пробега. То есть на 28,8 Ах проехать вы сможете в экономном режиме по ровной дистанции, ну, ориентировочно где-то в районе 100 плюс-минус километров, если ваш вес не превышает 80 кг. На батарее 23 Ах, соответственно, вы проедете гораздо меньше, я думаю, где-то в районе 70 как раз километров. Ну а 18 мы и рассматривать с вами не будем. Синенькие родные контроллеры по 30 ампер каждый. Моторы у нас номинальное значение имеют 1200 Вт. Чисто в теории, если батарейные токи 30 ампер, соответственно максимально заряженная батарея 67 вольт, то у нас получается около 4 плюс киловатта. Максимальную скорость эти моторы развивают в полном приводе до 75 км в час, то есть как и на более старшем брате Blade Limited. Ссылочки на тот обзор, соответственно, будут в описании. Едем дальше. Подвеска, оптика, ну и в целом по раме. Ну и самое главное, будем сравнивать его с X. Поехали!
Итак, что у нас делает Dualtron X в обзоре про Blade X? Совершенно разный вес, разные нагрузки и максимальные скорости. Но тем не менее, в этих самокатах много общего. Для начала давайте посмотрим на механизм складывания, а именно на его фиксацию. И там это закручивающиеся, затягивающие элементы. Для таких маленьких самокатов обычно все это делается очень хлюпко. То есть хомутом затягивается, и металл потом, соответственно, деформируется со временем. Вот такой механизм, он куда более надежный. Дополнительно здесь есть еще шестигранник для фиксации. Так, едем дальше. Оптику, конечно, сравнивать бессмысленно, а вот по подвеске это действительно идея в одном и том же направлении. Но задаемся вопросом, почему на Blade X не взяли более длинный амортизатор и не сделали ось вот здесь, так же как на Dualtron X. Раз ось, два ось, и, соответственно, совершенно другая длина, и совершенно другой ход был бы у амортизатора, и более мягкой, комфортной подвеской. На этот вопрос у нас пока ответа нет, а давайте его вместе с вами адресуем производителю. Итак, давайте посмотрим, как отрабатывают подвески на этих самокатах. Здесь стоят тормоза NAT с колодками с радиаторами для охлаждения. Здесь стоят тормоза XOT, и там это двухпоршневая гидравлика. Это более дешевая версия, это более дорогая. Но более дешевая версия обусловлена тем, что банально на заводах нету комплектующих. Поэтому для того, чтобы в принципе отгружать самокаты, надо брать хоть что-то. Поэтому они ставят пока XOT. Но со временем, я думаю, снова вернутся на NUT. Итак, давайте с вами рассмотрим вкратце по функционалу этого электросамоката. Замок зажигания с вольтметром, как и на всех блейдах. Дальше у нас идет блок управления светом и клаксон. Передний свет имеет один режим всего, а вот поворотники, если зажать оба, то будут срабатывать как аварийка. В обычном режиме, соответственно, это просто как поворотники работает. Стоп-сигнал и габариты, соответственно. Сам клаксон ничего выдающегося себя не представляет, это обычная пищалка, звук противный. Так, дальше. Зацеп для рулевой стойки в сложенном положении. Всем уже привычный их фирменный дисплей со всеми настроечками, вы можете ознакомиться в мануале. Тормоза гидравлические, и последний блок — это управление динамикой. Значит, полный привод, задний привод и режим эко и турбо классический. В целом выглядит очень добротно эта сборка. Вес в зависимости от батареи от 28 до 30 килограмм. Контроллеры и моторы здесь такие же, как и в более старшем брате Blade Limited. Соответственно, и максималка у них одинаковая. Итак, на третьем месте у нас Kabo Mantis. Модель, скажем так, не новая. Все, что они сделали за последние 3-4 года, это добавили фонарик спереди на верхней части руля. Больше никаких изменений. А почему? Потому что модель более чем качественная, достойная и собрана на высоте. То есть вот эти 28 килограмм укомплектованы настолько четко, что до первых люфтов и каких-то проблем с этим самокатом вам нужно отъездить 1000 километров. Итак, рассмотрим его более детально
и сравним с максимально приближенным конкурентом, который хоть и не представлен в нашем Том-5, но тем не менее имеет место быть, с Dualtron Spider. Итак, давайте их рассмотрим детально, рассмотрим все плюсы, минусы и погоняем. По батарейкам. Здесь у нас два варианта, сами знаете, но большинство людей выбирает себе именно Limited с батарейкой 24,5 Ах на 60 вольт. А вот в Mantis выбор батарей намного богаче. Давайте пройдемся по списку. В спецификации написано, что Mantis есть двух типов: на 8 колесах и на 10 колесах. На 10-дюймовые Мантисы ставят батарейки 18,2 Ах и 24,5 Ах на 60 вольт. Запас хода, соответственно, в экономном режиме где-то в районе 60-70 километров, это с самой маленькой батарейкой, и, соответственно, больше, если вы покупаете 24,5. Pro-версия разгоняется до 65 км в час. Теперь посмотрим, как отрабатывает подвесочка. Отлично отрабатывает. А вот эластомеры на спайдере, достаточно жестковаты, конечно, поэтому сравнивать по подвеске их сложно будет. Плюс дополнительно эту пружину можно регулировать, или вообще поменять себе подвеску, да, соответственно, она будет работать по-другому. В спайдере такой возможности у нас нету. Внешне Mantis Pro ничем не отличается ни по подвеске, ни по раме, ни по тормозам, но все основное отличие спрятано внутри. Это фирменная батарея LG емкостью 24 Ах и контроллеры Mini Motors. Соответственно, здесь у нас курок такой же, как на Dualtron, и у вас есть возможность поставить на него сканер отпечатка пальцев. Все остальное в нем такое же, как и в обычной версии Mantis. В базовой комплектации сразу же идет упор для ноги, его также можно использовать как ручку для переноса. В спайдере такого удовольствия нету, поэтому придется раскошелиться на кастомный упор с ручкой для переноса. Помимо этого, двойной хомут на стакане, то есть люфты производитель также постарался убрать и решить этот вопрос еще на старте. Осталось самое главное – погнали! Мы хотели также сравнить этот самокат с аналогами типа там X10, Zero X10, я думаю, все знают этот самокат, Titan, Zaxboard и так далее. Но по ряду причин этого не стали делать, потому что сборка, качество сборки у Кабо, оно все-таки на голову выше. Итак, результат заезда таков, что на одном моторе Spider, конечно, выиграл, но, скажем так, не сильно оторвался. Ну, а в режиме полного привода Mantis не оставил никаких шансов Dualtron Spider. Ну что ж, хотелось бы услышать вашу версию топ-5
Может быть, у вас есть абсолютно другая альтернатива нашей пятерочки. Может быть, вы хотели бы переставить их местами? Пишите обязательно в комментариях. Ну а мы движемся дальше. На втором месте не то чтобы новинка, но уже проверенная 2 сезонами FSET 10+. В этом году они ничего не доработали в этой модели. Она достаточно лаконична и, в принципе, уже закончена. Выглядит по всем статьям закончена. И по дизайну, и по электропакету. Сравнивать мы его в первую очередь будем, конечно же, с самокатом, который находится на первом месте топ-5. И все заезды, и подвески, и комплектации, собственно говоря, тоже будут сравниваться в первую очередь с первым местом. Ну что же, рассмотрим все детально и погоняем. Итак, как уже ранее говорилось, 28 ампер-часов, 60 вольт, батареечка фирменная LG. Сдвоенный контроллер здесь у нас идет на 35 каждый. Соответственно, чисто по математике 2300 на каждое колесо приходится. В целом, достаточно добротно тут все это дело собрано. В плане изоляции лучше, конечно, пройтись герметизирующими средствами. П-образный также здесь дека, как и в Блейде. Также есть резиночка. Все. Единственное, что в деке сверху установлены зарядные гнезда. Да, здесь все в порядке с изоляцией, но мне кажется, что классический вариант вот с боковым гнездом для зарядки он понадежнее. Ну что же, внутри мы все посмотрели. Как видите, все четко, добротно. По изоляции вопросов здесь нету. Так, давайте проверим, как ведет себя подвесочка. Контроллеры здесь стоят 35-е, то есть помощнее, чем на Блейде, но думаю, что по конфигу они приблизительно все-таки будут одинаковые. Вкачивается в каждый мотор, в пике получается у нас около 2 киловатт, а номинал у моторов 1400, номинал моторов у Блейда 1200. Итак, вкратце по функционалу. Ручки у нас по исполнению такие же, как на Блейдах, но здесь есть встроенная кнопка поворотника. Механизм поворотника работает следующим образом. После того, как вы нажали, вы можете про него забыть, он будет гореть у вас 15 секунд и автоматически погаснет. Так, далее. Для включения самоката вам необходим NFC-ключ. Соответственно, без него у вас самокат не запустится. Такая автомобильная система, так скажем. Тормоза гидравлические двухпоршневые, на них написано FSET, но все мы понимаем, что это зумовские тормоза. Дальше едем. Абсолютно антилюфтовый такой вот складной механизм. Поначалу ничего подтягивать не нужно и действительно абсолютно никакого люфта. Есть крючок для зацепа, то есть когда складываете рулевую стойку, можете зацепиться. Этот механизм уже всем известен по дуалтронам. Едем дальше. Блок управления моторами. Здесь у нас спорт-режим и эко-режим. Задний привод и полный привод. И сигнал. Звук достаточно забавный. По конструкции весьма надежная рама, очень такой качественный здесь складной механизм, безлюфтовый, абсолютно антилюфтовый. Пока что не замечено никаких проблем. Единственное, при высоких скоростях появляется воблинг. И если Ion Motors на Блейдах решил этот вопрос установкой демпфера, то здесь пока производитель ничего такого не предлагает, надо будет кастомизировать это дело. Сама по себе дека сделана достаточно качественно. Надо отметить, прям все на стиле. Можно сказать, некий трансформер Bumblebee, да? То есть и по расцветке, и по формам, по стилистике. Очень современно, очень качественно, агрессивно выглядит, спортивно. Лайк.
Результат 100-метрового заезда. Конфиги хоть чуть-чуть разнятся на 300-350 ватт, но проезжают 100-метровочку абсолютно одинаково. Дальше есть уже ощущение, что офсет потихонечку, там 70-75 уже выходит по чуть-чуть вперед. На первом месте Blade Limited. Этот самокат уже многие знают, мы рассматривали его еще 3 сезона назад. В этом году Ion Motors особо никаких изменений в нем не внес. Из-за того, что они стали более плотно работать с производителями дуалтронов, они обновили LED-деку, саму форму, подсветочки, и добавили NFC-чип вместо ключа зажигания, такой же, как на FSET 10 и FSET 11. Собственно говоря, погоняем и детально все рассмотрим. Погнали! Профиль такой у нас идет с углублением, соответственно, здесь крышка идет в такую нишу, закрывается одна крышка, и потом сверху еще LED-дека и резиночка, естественно. То есть заводской гидроизоляции более чем достаточно, но если прям часто эксплуатируете в дождь, ну, можно, соответственно, здесь загерметить все это дело. Фирменная батареечка Samsung, 60 вольт, максимальное напряжение 67,2, 28 ампер-часов. Контроллеры 30-е. В таком вот уже достаточно изолированном корпусе, то есть помимо того, что они стараются здесь, скажем так, герметить в такой вот термоусадочке основные блоки и моменты, не заливая вот такие мелкие вещи, потому что ремонтопригодность самоката, соответственно, снижается. Здесь у нас сразу 2 контроллера, в такой удобной уже изоляции идут, все надежно и сухо, качественно. Скажем так, весь этот таз или вся вот эта вот конструкция, по сути дела, очень качественно гидроизолирована с завода. Едем дальше. Подвеска по-прежнему у нас состоит из рычагов, да, и пружин. Единственная регулировка — это вот сжатие, поджатие, соответственно, пружины ключом. По-прежнему на втулках подвеска, то есть по-хорошему сюда вы поставите угольчатые подшипники. Полноценная гидравлика. НУТ или иксот. Тормозной ротор 140 мм. Также отдельно хотелось бы отметить обновленную гидролинию на Blade. Спереди и сзади специально для того, чтобы не повредить ее. Здесь установлен твердый такой металлический кожух, который не позволяет изгибаться гидролинии. С 2022 года на всех самокатах Blade появилась такая дополнительная опция, как ключ NFC. С помощью него вы можете заблокировать и разблокировать электросамокат. В отличие от FSET, покупатели Blade Limited могут выбрать себе базовую комплектацию с ключом или с NFC-чипом. Для того, чтобы не носить с собой ключ, достаточно привязать NFC-чип к мобильному телефону. Это делается так же просто, как вы добавляете банковские карты. В базовой комплектации механический ключ, поэтому рассмотрим именно ее. Вольтметр с ключом сжигания. Дисплей, который уже визуально похож на мини-моторсовский. Блок управления светом и поворотниками. Если одновременно их зажимаешь, то, соответственно, срабатывает аварийка, так называемая. И сигнал. Дальше блок управления Эко-турбо классический и, соответственно, полный привод и задний привод. Руль может быть складной, может быть не складной, в зависимости от пожелания покупателя. Соответственно, при нажатии 2 кнопок мы переходим в режим настроек. В новом Blade более мощные моторы. Теперь номинальное значение уже не киловатт, а 1200. В пике более 2 киловатт. Ранее мы уже сравнивали на киловаттных моторах Dualtron 3. Давайте освежим этот заезд в памяти, ну а новым зрителям он по-любому должен быть интересен.
Вы видели результат заезда на 100 метров старой киловаттной версии Blade Limited против третьего Dualtron. Так как он уходил от него по прогрессии, то делать заезд на более длительную дистанцию нет смысла. Что говорить по поводу новой версии? По нашему субъективному оценочному мнению, это лучшая заводская конфигурация, уложенная в 30 кг. Можно было бы поставить на первое место FSET 10, но он еще не проверен таким количеством сезонов. Он тяжелее почти на 5 килограмм. И разница в цене. То есть, кто захочет на 35-40 тысяч платить больше, да, безусловно, пожалуйста, он может себе это позволить. Ну, а кто не видит в этом рационального звена, будет брать Blade Limited и абсолютно никакого облома в этом ощущать не будет. Кстати, кому интересна наша версия топ-5 самых быстрых и технологичных электросамокатов этого сезона, то видео уже давно на нашем канале. Там мы тестируем и рассматриваем в основном электросамокаты от 50 кг и выше. А в ближайшее время лично для нас наибольший интерес представляет практически новый проект Mantis King GT. Также с нетерпением ждем совместную линейку от Ion Motors совместно с Mini Motors под названием Tivirun Fighter и обновленный FSET. Напишите в комментариях свою версию топ-5 с аргументацией и какие новинки ждете лично вы. Ну что ж, дорогие друзья, в заключении хотелось бы сказать, что данный выпуск – это наше субъективное мнение, но оно основано на 7-летней истории продаж, ибо мы занимались и ездили на любом электротранспорте, который вообще Китай и многие другие страны производят. В целом, надеюсь, выпуск был вам полезен. Мы, как всегда, надеемся, что породили большое пространство для дискуссий. Собственно, ждем жирных, больших комментариев. Пальцы вверх. И до новых встреч. Пока.